Здравствуйте, дорогие друзья! Очень скоро наступит теплое и солнечное лето, поэтому сегодня мы с вами сделаем вертушку. Для нее нам с вами не понадобится ни клей, ни палочка, ни гвоздики, а только 12 листов цветной бумаги. Подойдет бумага для оригами, бумага для записей, или можно самостоятельно сделать ровные квадраты из бумаги формата А4. А теперь давайте начнем. Берем 12 квадратов и делим их пополам. Из этих 6 листочков мы сделаем фигуру двойной треугольник, а из этих 6 листочков мы сделаем фигуру двойной квадрат. А теперь давайте возьмем один листочек и соберем первый модуль. Мы с вами будем делать фигуру двойной треугольник. Для этого нам необходимо перевернуть квадратик ромбиком и согнуть его пополам, чтобы вершина треугольника соединилась с другой вершиной. У нас получился треугольник. Теперь мы должны согнуть его еще раз пополам. У нас получился треугольник поменьше. Теперь мы разворачиваем нашу фигуру. У нас появились две линии сгиба. Мы должны их выгнуть наружу и хорошенько прогладить сгибы. Разгибаем. У нас получилось с вами 4 треугольника. Теперь нам нужно их согнуть. Берем вот эти два угла и соединяем их друг с другом. Таким же образом соединяем и два других угла. Вот так у нас с вами получился двойной треугольник. Таким же способом мы собираем оставшиеся 5 модулей. Все наши 6 модулей готовы. Теперь мы можем приступить к созданию фигуры двойной квадрат. Для двойного квадрата берем с вами один листочек, кладем его на стол. Теперь нам нужно сложить его пополам. У нас получился прямоугольник. Теперь этот прямоугольник мы с вами должны сложить еще раз пополам. У нас получился вот такой вот квадрат, который мы с вами разворачиваем. И опять же сгибаем все линии снаружи. И точно так же, как мы с вами делали двойной треугольник, мы должны с вами соединить вот эти вот два угла и по такому же принципу завернуть соседние два угла. У нас с вами получилась вот такая вот фигура, которая называется двойной квадрат. Таких модулей нам с вами нужно сделать еще 5. Вот такие 6 модулей двойного квадрата у нас с вами получились. Теперь нам нужно взять модули двойного квадрата и двойного треугольника. И теперь нам с вами нужно их соединить. Для этого нам с вами необходимо взять один модуль треугольник и модуль квадрат любого цвета. Остальные модули можем убрать. Итак, берем модуль треугольник и модуль квадрат. Модуль квадрат надеваем сверху на модуль треугольник. У нас с вами есть в модуле квадрат вот такие вот выемки. В модуле треугольник есть вот такие вот пазы. И теперь мы их с вами вставляем. Вот так, чтобы у нас квадрат полностью сел на треугольник. Вот такая вот у нас фигура с вами получилась. Теперь мы с вами должны загнуть вот эти все уголочки, которые торчат за пределами нашего треугольника. Делаем мы это следующим образом. Переворачиваем фигуру, чтобы нам было удобнее. Берем один уголочек и загибаем его внутрь, чтобы у нас было вровень с основанием треугольника загнуто. Переворачиваем фигуру. То же самое делаем с этим уголочком. Прячем его внутрь,
чтобы он был вровень с основанием треугольника. Теперь мы с вами складываем пополам наш треугольник таким образом, чтобы у нас были видны два других язычка. И по тому же принципу мы прячем их внутрь. Вот такая вот фигура у нас с вами получилась из двойного треугольника и двойного квадрата. По такому же принципу собираем другие фигуры. У нас получилось 6 вот таких вот модулей, которые похожи на звездочки. Нам осталось только лишь собрать нашу вертушку. Для этого берем один модуль и другой. Теперь нам нужно с вами лучик одной звездочки спрятать в лучике другой звездочки. Так вот поддеваем. Можно чуть-чуть расправить наши модельки и соединить. Теперь нам нужно взять еще один третий модуль. Тоже любого цвета берем. Соединяем. У нас с вами получился незаконченный треугольник. Вот его основание, вот его две вершинки. Сейчас мы с вами его завершим. Вот таким образом у нас получился треугольничек. По такому же принципу мы соединяем и все остальные модули между собой. Выбираем незавершенный треугольник, у которого есть две вершинки и основание. Берем модуль любого цвета и соединяем их вместе. Вот так у нас с вами получился один треугольничек, второй треугольничек. Давайте завершим еще один. Вот так у нас вышло с вами уже 3 вот таких вот треугольничка. Теперь мы с вами видим, что можем завершить самостоятельно вот этот треугольник. И теперь у нас остался последний модуль, с помощью которого мы с вами соединим всю нашу вертушку. Для последнего модуля нам нужно будет немножко расслабить всю нашу вертушку, чтобы все части сошлись. И теперь окончательно вставляем этот треугольничек в пазы. Вот так у нас с вами получилась вертушка. Спасибо за внимание. До новых встреч!